Легенды космоса. Созвездие северного полушария. Кассиопея, Цефей, Андромеда и Персей. Продолжаем рассказывать интересные истории о созвездиях, о том, как можно найти их на ночном небе и какие древние легенды связаны с ними. Сначала попробуем найти наши созвездия, которые располагаются в северной части неба. Легче всего по характерной зигзагообразной форме, похожей на буквы М или W, отыскать Кассиопею. Также довольно просто найти созвездие, если мысленно соединить звезду Мицар Большой Медведицы и полярную звезду и продлить эту линию. А еще дальше располагается Андромеда. Теперь поищем созвездие Цефей. Оно находится между созвездиями Малая Медведица и Кассиопея. Его самые яркие звезды образуют пятиугольник. А линия, проходящая последовательно через Цефей и Кассиопею, указывает на созвездие Персей. В средних широтах России одинаково хорошо в любое время года видны Кассиопея и Цефей, тогда как Персей и Андромеда скрываются за горизонтом в летнее время. Здесь приведены схемы расположения созвездий в 22 часа ровно по местному времени 22 декабря, 21 марта, 22 июня, 23 сентября. Теперь попробуйте сами найти эти созвездия. Остановимся на каждом созвездии и узнаем несколько интересных фактов о них. Созвездие Кассиопея. Самая яркая звезда Кассиопеи — Шидар. Созвездие лежит на Млечном Пути и содержит большое количество любопытных объектов. На границе созвездий Кассиопеи и Цефей находится невероятной красоты туманность, названная Кассиопея А. Образовалась она после взрыва сверхновой в 17 веке. Недалеко от нее располагается туманность-пузырь. Туманность представляет собой гигантское газовое облако, подсвеченное яркой звездой. Не менее прекрасна туманность душа и сердца. Созвездие Цефей. Созвездие примечательно тем, что его звезды в будущем поочередно станут полярными из-за смещения северного полюса мира вследствие прецессии. Вот как это выглядит. Звезда Аль-Рая, гамма Цефея, окажется недалеко от Северного полюса с 32 по 51 век, Альфирк, бета Цефея, будет ближе всех к полюсу с 52 по 66 век, а с 67 по 84 век полярной звездой станет Альдерамин, самая яркая звезда в этом созвездии. Цефей можно назвать космической клумбой, и вот почему. В нем находится несколько цветочных туманностей. Вот туманность Ирис. А это туманность Валентинова роза. Созвездие Андромеда. Это небольшое созвездие, представляющее из себя ряд звезд. Было бы мало примечательным, если бы рядом с ним не располагалась ближайшая крупная галактика к Млечному Пути, знаменитая туманность Андромеды. Назвали ее так, потому что на небе она выглядит как размытое пятно, заметное невооруженным глазом. Галактика Андромеды громадна, в нее входит триллион звезд, она в несколько раз больше нашей. Пожалуй, нет галактики, более удобной для изучения, тем более что она имеет много общего с Млечным Путем. Интересно, что в настоящее время туманность Андромеды приближается к нашей галактике. Возможно, так будет выглядеть ночное небо через 2-3 миллиарда лет. В созвездии Андромеды есть еще немало интересных объектов. Среди них красивая планетарная туманность Голубой снежок. Посмотрите, и в самом деле похоже. Созвездие Персей. Несмотря на свои небольшие размеры, созвездие богато на интересные космические объекты. Самая яркая звезда, Альфа Персея, носит название Мирфак, что значит локоть с арабского. Вторая по яркости звезда называется Алголь.
и она примечательна тем, что периодически меняет свою яркость. Исторически эта звезда первая, у которой было отмечено это свойство. В Европе факт мерцания Алголя был отмечен в 17 веке. А в 1783 году английский астроном Джон Гудрайк в ходе ежедневных наблюдений за блеском звезды установил, что изменяется он строго периодически. Полный цикл занимает около 3 суток. Дело в том, что Алголь является системой из 2 звезд, вращающихся вокруг друг друга. Из-за получающихся затмений общая яркость изменяется. В созвездии Персей проходит самый известный метеорный поток – Персеиды. Он ежегодно радует нас обильным звездопадом с середины июля до конца августа. Максимум его приходится на середину августа. Персеиды вызываются множеством пылевых частиц, которые образуют хвост кометы Татла-Свифта. Кроме того, в созвездии Персея располагаются несколько интересных туманностей. Вот туманность Малая Гантель. А эта диффузная туманность формой напоминает штат Калифорнию в США, отчего она и получила свое название. А теперь настала очередь рассказать легенду, связанную с нашей четверкой созвездий. Давным-давно в Греции, в Аргосе правил царь Акрисий. Ему было предсказано, что он умрет от руки внука. Чтобы избежать этого, он поместил свою дочь Данаю в башню из камня и меди. Однако Зевс, обернувшись золотым дождем, смог проникнуть в башню красавицы Даная. Вскоре у нее родился сын, названный Персеем. Акрисий, узнав об этом, приказал поместить дочь и внука в ящик, заколотить и выбросить в море. 7 дней ящик носило по волнам, пока не прибило к острову Сериф, где царствовал Полидект. Он приютил женщину и ее ребенка. Шло время, Персей вырос и возмужал. А вот Полидект задумал жениться на Данае. Чтобы избежать проблем, он отправил Персея на верную смерть, приказав добыть голову Горгоны Медузы, взгляд которой превращал людей в камни. Но боги помогли Персею. Афина и Гермес подарили ему крылатые сандалии, острый меч, зеркальный щит и волшебную шапку-невидимку. Персею удалось отыскать Горгон. Улучив момент, когда Горгоны спали, герой, поднявшись в воздух на крылатых сандалиях, подобрался поближе к ним. Смотря только на отражение Медузы в зеркальном щите, он отрубил Горгоне голову. У Медузы были еще 2 сестры, но Персей надел шапку-невидимку и спокойно скрылся от преследовательниц. Обратный путь нашего героя пролегал через Эфиопию. Пролетая над берегами этой страны, Персей заметил девушку, прикованную цепями к скале. Ее звали Андромеда, и она оказалась дочерью местного царя Цефея. Девушка поведала Персею свою печальную историю. Как-то раз царица Кассиопея, ее мать похвасталась, что она прекраснее всех морских нимф вместе взятых. Об этом вскоре прослышал могущественный Посейдон. Бог морей разозлился, ведь он был женат на одной из нимф. Посейдон решил наслать на Эфиопию морское чудовище, огромного и свирепого кита. Кит регулярно нападал на поселения людей, разрушал дома и сжигал поля. Тогда Цефей обратился к оракулу за советом. Чтобы спасти свою страну от бедствий, отдай чудовищу дочь Андромеду, таков был ответ. Что ж, другого выхода не было. И пришлось безутешным родителям послушать совет оракула. И вот Андромеда стоит на берегу моря в ожидании смерти, прикованная цепями к скале. Вот-вот из глубоких вод должно появиться чудовище. Выслушав рассказ Андромеды, Персей заявил, что этому не бывать и что он спасет девушку. Долго продолжался бой Персея и кита. Герой подлетал к чудовищу на своих крылатых сандалиях и разил его острым мечом, а кит, отражая атаки Персея, все никак не отступал и постепенно продвигался к бедной Андромеде. Наконец, под ударами героя чудовище пало. По другой версии, Персей применил голову Горгоны Медузы, и кит мгновенно превратился в камень. В знак благодарности за спасение дочери и избавление страны от чудовища, Цефей и Кассиопея были готовы выдать замуж Андромеду за своего спасителя Персея. Молодые люди с радостью согласились. А дальше, как полагается, была веселая свадьба и роскошный царский пир. Прибыв на остров Сериф, Персей решил увести свою маму Данаю подальше от преследований Полидекта. Они вернулись на родину, в Аргос. В то время там проходили соревнования, и Персей решил поучаствовать. В конкурсе по метанию диска Персей запустил его дальше всех. Диск случайно попал в Акрисия. Древнее пророчество о гибели деда от руки внука все-таки сбылось.
Вот и подошел к концу наш рассказ о созвездиях Кассиопея, Цефей, Андромеда и Персей.